Всем привет, с вами Дэн, и чуть ли не впервые на канале видос Бом Месье. Заслуженный швейцарский бренд, а так вот за 15 лет получилось, что, по-моему, ни одного видоса я про него так и не отснял, хотя знаком был с некоторыми часами довольно-таки близко. Давайте открывать коробку, потому что здесь сегодня, пожалуй, одна из самых интересных как раз-таки моделей Бом Месье, мануфактура, так что, я думаю, будет классно. Значит, что у нас тут в коробке еще? Это гарантийная карточка, здесь инструкция на нескольких языках, да прям много языков. А вот молодцы, красавчики. Так, значит, у нас карточка и коробочку в сторону, а вот здесь у нас уже такой вот приятный кейсик. Ну что ж, открываем и, конечно же. Так, прикольно. Здесь они, предполагается, видимо, карточка все-таки, да? Они ее решили туда засунуть. Ну ладно, это не важно. Давайте доставать часы и уже с ними детально знакомиться. Ну что, я часы распаковал. И здесь вот такая еще необычная штучка висела на ремешке. Расширенная гарантия на 1 год. Прикольно выглядит, но самое главное, конечно же, часы, и мне как раз нравится вот эта версия с градиентом таким зеленым, красотища. Бом Месье, Clifton, Baumatic, и Baumatic это калибр мануфактурный от Бом Месье, и как видите, здесь прям гордо на циферблате указано 5 дней, и это хронометр. Ну и 5 дней, это, понятное дело, 120 часов. И раз уж мы сразу обратили на это внимание, то давайте, наверное, про механизм и поговорим. Потому что, помимо того, что, как мне кажется, это очень красивые часы, еще и с такими винтажными нотками, например, это перекрестие на циферблате. Здесь, конечно, одна из основных фишек – это калибр. Значит, 120 часов запас хода, вот такой вот красавец у нас под задней крышкой. И давайте тогда про него уж и расскажу. Создан он совместно Richemont, их исследовательским бюро, и Well Представлен был в 2018 году, а вы знаете, да, наверное, что Бом Месье входит в группу Richemont вместе с Lange, IWC, Cartier и многими другими, Panerai, кстати, да, и многими другими крутыми компаниями. Значит, не так давно, по-моему, с полгода назад Richemont все-таки продала Бом Месье итальянской группе, и многие надеются, я в том числе, что итальянцы все-таки будут лучше заниматься развитием Бом Месье, потому что в последние годы бренд испытывал определенные сложности в связи с тем, что Richemont плохо занимался продвижением Бом Месье. Прям, можно даже сказать, во многом отвратительно плохо, но в Европе позиции достаточно неплохие, и особенно в Италии, поэтому теперь, я думаю, у бренда дела пойдут вверх. Значит, калибр этот имеет индекс, он называется Baumatic, а индекс он имеет BM12-1975A, был разработан в 2018 году, и, как заявляет производитель, отличается высокой стабильностью, с учетом того, что здесь 5 суток, стабильность как раз в таких калибрах всегда это одна из главных проблем, потому что на полном заряде, например, держит точность механизм, а немножко подразрядился и уже не так держит. В общем, здесь заявлено, что все неплохо. Срок службы механизма по сравнению с другими базовыми калибрами увеличен в 3 раза за счет того, что здесь заводной барабан из оптимизированного сплава, новая технология спуска, кремниевая спираль. В общем, технологий здесь очень много. И заявляется точность минус 4 плюс 6 секунд в сутки. По сути дела, это КОСК, у нас. И для пятидневника это очень круто. Здесь новые типы смазки применяются, устойчивые к изменениям температуры, так что в целом у этого калибра должен быть больше интервал обслуживания, и заявлено 10 лет. Плюс у него есть защита от магнитных полей 1500 Гаусс. По, количеству камней 21 камень, 28 800 полуколебаний в час, и дата у отметки 3 часа. И завершая разговор про механизм, здесь еще нужно сказать, что группа сама считала и считает, понятно, что уже не Richemont, он входит, так вот, в 2018 году это был один из самых прогрессивных и технически таких
развитых, продвинутых калибров для всех брендов Richemont. А это, как вы понимаете, очень даже круто. Ну, потому что кремниевый спуск, баланс, спираль, да, новая антимагнитность и межсервис 10 лет – это очень и очень прилично. И вот здесь как раз таки жалко, да, что вот они с одной стороны выпустили новый крутейший калибр, а с другой стороны совершенно забили на развитие этого бренда. Ну, вот так бывает. Ну, давайте теперь по уже более такими базовым характеристикам пройдемся. Здесь, понятное дело, что сапфировое стекло, слегка такое купольное, с антибликом, сталь 316L по корпусу, 50 метров водозащита. И что касается цены, в России, да, то сейчас я вот посмотрел, есть в продаже часы примерно по 300 тысяч рублей. На зарубежных площадках можно купить несколько дешевле, как и многие Бом Месье пока еще. Я думаю, по мере развития работы с этим брендом, новым владельцем, ситуация будет улучшаться. Ну, давайте по размерчикам пройдемся. Здесь это важный момент. 40 мм по диаметру, прям такая классика-классика. И, значит, 11,4 по высоте с учетом купольного стекла. И, кстати говоря, нужно отметить, что вот в 2018 году вышел первый вариант, да, вот этой модели. И потом они как минимум 2 раза уже эту линейку обновляли. Так что занимаются этой моделью. И это хорошо. Это у нас версия, насколько я помню, 24 либо 25 года. Так, что у нас? 20 по ремешочку. 20. Хороший размер. И от ушка до ушка 45,8, практически 46. Ну и на моем запястье 18,5. Тонкие. Отличная посадка. Посмотрите, какие короткие уши, плоский корпус, высота небольшая. Классно, 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 классно. И крокодиловый ремешок здесь, конечно же, в тему, потому что часы дорогие, часы крутые, и ремень тоже должен быть крутой. Это вот, как мне кажется, прям очень-очень важно. Матовый черный крокодиловый ремешок, и вот как раз отлично сочетается с достаточно таким ярким циферблатом. Хотя сдержанный зеленый, но за счет того, что здесь полированные метки, циферблат, конечно же, яркий. И ремешок прям таким, шпилька полукругом идет, прям в облипку с корпусом. Классно. Классно, со вкусом. Хороший ремешок, система быстрой замены есть. Мягкий, даже вот здесь утолщение небольшое у ушек, и он здесь немножко нужно будет разносить, но достаточно мягкий. Даже вот здесь этот ремешок, не говоря о финальной такой части ремня. Значит, здесь застежка раскладная, красивая, полированная, с логотипом. Шикарно. Шикарно. Кстати, заявляется, что механизм собирается вручную, да, и это важный момент. Это вам не какой-нибудь ширпотреб, что называется. Это классно сделано. Хотя бренд сам по себе такой среднеценовой по швейцарским стандартам. Смотрите, какой красивый профиль, да. Прям тоненький, тоненький и сатинирование по боковой части. И красивое какое. Ой, какое вкусное здесь сатинирование. Прям очень приятное. Мелкое. Прям класс. Углы какие красивые. Очень нравится. И достаточно широкая такая часть с полировкой на ушках. Сверху, с боковой части, рант полированный. И это, конечно, добавляет шика. Заводная головка тоненькая. Кстати, послушайте вот. Это вот так у нас механизм заводится. Между ушками тоже полированная, а дальше сатинирование идет. Задняя крышка полировка. Здесь номер механизма. Бренд и ремешок сделан во Франции. А во Франции делают, кстати, классные ремешки. Например, Жижи Культер тоже из Франции. Я подозреваю, что, возможно, производитель один и тот же, потому что, опять же, Richemont владеет этим производителем. Слушайте, но по циферблату здесь все винтажненько. И многие сейчас напишут, что вот, похож там, не знаю, на разные, да, бренды, у которых перекести, там и Омега, и Breitling, кстати. Но в 50-х таких часов было очень-очень много, и практически каждый бренд выпускал с перекрестием, поэтому это вот, я бы сказал, винтажная черта, а не черта конкретно какого-то производителя. Если, вот мы еще посмотрим в макро, мне кажется, что подложка под дату здесь, по-моему, зеленая тоже. И мне нравится, что низкий, вот как у Номосов, кстати, низко находится, точнее высоко находится дата относительно циферблата. То есть нет вот этого провала, глубины, когда очень
широкий сам циферблат, а под ним где-то далеко-далеко дата. Вот здесь правильно сконструирован механизм, и как будто бы дата почти на одном уровне с циферблатом, и это красиво. Вот так классно и так хорошо читается. Кстати, достаточно крупненькая здесь дата. Мне нравится, что здесь вот так органично они вписали дату, здесь логотип, надпись, да, все хорошо, кстати. И очень много здесь 60-х, конечно, очень много. Вот эта разметка минутная здесь идет, вот эти тонкие накладные метки, объемные такие, трехмерные, стрелки правильной длины, кстати, красивые. Здесь прям вот чувствуется флер такой 60-х, даже может быть ближе к 50-м. И это классно. Но современный уровень отделки, все по-современному сделано приятно. Плоская маленькая заводная головка с логотипчиком. Ну, прям вот все как нужно сделали. И видно, что вот прям хорошо постарались над отделкой, дорого сделали часы и... Ну, со вкусом сделали. Мне вот по дизайну здесь нравится и циферблат, и корпус, и сам механизм выглядит по-настоящему красиво. Вот на него смотреть приятно, да. Вот здесь красиво, так красиво, да. И у нас здесь прям, отделка приятная. Женевские волны, да, тут и перлаж. Красотулечка. Ну что ж, самое время глянуть и макро. Так, а нет, все-таки дата здесь с черной подложкой, но за счет того, что градиент у нас практически черный на внешнем крае циферблата, то органично смотрится. Ну, кстати, да, симпатично. Меточки тут прям как у Калатравы верхняя метковая красиво сделана. У Калатравы 50-х. Хороший циферблат, он такой даже немножко зеркалит. Отражает стрелки красиво. Ну, вкусняшку сделали. Это какую, а? Я бы даже сказал, что их ритейл это уже супер конкурентная цена. То есть за эти деньги получить пятидневник от швейцарского бренда. Но здесь только Кристофер Уорд может со своим пятидневником. Да, и Орис может быть. Но мне кажется, здесь поприятнее часы сделаны и по качеству. И я бы сказал, здесь технологичнее калибр сам по себе. С учетом того, что в него все заложено. Да, слушайте, красавчики. Вот хотел давным-давно познакомиться именно вот с этой моделью и с этим калибром. Все никак не удавалось. А сейчас вдруг раз удалось и прям зашло. И внешне красиво, и технологично. Да и цены на них адекватные. Классные часы. Мне понравились. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Конечно же, увидимся.